Нам, конечно, имеет смысл дать оценку этим великим дням, май, День Победы, но все хорошее было сказано, и много передач, и много манифестаций, митингов, но внутренние противники, как их назвать, я не знаю, они не любят «пятая колонна», не любят, как их называть, я не знаю, какое-то слово нужно придумать. Раньше было там большевики, меньшевики, всем понятно. А вот красные и белые, там, демократы и патриоты. Наверное, болотные их назову, такой термин. Но каковы их аргументы? Я слушаю эти вражеские голоса. При советской власти мы там что-то ловили из дальнего рубежа, а здесь вот оно, эхо Вашингтона под названием «Эхо Москвы» там, или «Коммерсант», ФМ, торговец душами, что такое коммерсант по-русски? Торговец, купец, продает, покупает. Значит, им не нравится, что много автобусов было вот на 9 мая или же вот Бессмертный полк. Слушайте, люди могут приехать в Москву на праздник? Но вот где логика у этих негодяев? Люди приехали на праздник. Вот много автобусов стоит там на Большой Дмитровке. Ну, приехали. Это же хорошо, что приехали. Люди хотят встретить праздник в столице. Они мечтают, некоторые первый раз. Дальше где-то нашли, что транспаранты с портретами, значит, не в руках. Слушай, тоже нормально все. У меня было 5. У меня была машина, я в машину положил. У меня часа 3 в машине лежали мои транспаранты. Ну, не у всех же машина со спецсигналом под боком-то. И люди положили где-то. Что же, из 12 часам привезли. Жара. И что, сдержать вот так? Кто сможет держать 4-5 часов в руках транспарант с портретом? Пусть положили. Даже если можно. Дети, которые несли портрет прадедушки, им тоже тяжело, слабенькая ручонка. Вот такие вещи бытовые, которые нормальные. А человек отошел, может быть, по нужде, тоже будете фотографировать, так сказать? Тоже будете. Это вот гнусная такая политика. Я помню, день рождения справлял, значит, корреспондент «Известий». Ну, все хорошо, ничего нет плохого. Надо как-то испортить. И в конце статьи пишет, идет по улице, вечером есть в Будапешт ресторан. Говорит, какой-то мужик мочится на стену. Ну, причем месье, мое день рождения. Ему надо испортить. Как-то Жириновский, хороший день рождения, все. А вот надо, чтобы было противное отношение к стране. Я, причем, если кто-то ночью, вечером где-то мочится. Гнусные такие журналисты. Когда их критикуют, они не могут понять, что их оружие слово, но только за гнусное слово они получают деньги. В этом их беда. В этом их беда. Что если оклеветать, ошельмевать, вот деньги. Вот Яшин этот выступил с докладом вместо Немцова. Ему лавры Немцова, так сказать, вот, хочется он. Пусть даже быть убитым, но вот чтобы вот где-то говорили о нем. Яшин, Илья, Яшин, оппозиция. Какая оппозиция? Какая оппозиция? Опять клеветнические какие-то измышления. Получается, русские на Украине не должны себя защищать. Эти люди граждане России. Это тоже логика какая? Конечно, погибают. Везде погибают. И в Корее, и во Вьетнаме, и в Испании, и сегодня в Йемене, в Ливии, везде, где какие-то вооруженные столкновения, люди могут погибать. Но смысл подачи материала, что не надо русским вообще говорить, что они русские и в России, и на Украине, и пускай везде будет Бендера, так сказать, везде будут Порошенки, а здесь у нас будут Ходорковские и Навальные. Вот это будет хорошая, так сказать, пирушка для них. Конечно, они понимают, что никогда на выборах они ничего уже теперь не получат вообще. Если Яблоко получало максимум 3%, теперь и они ничего не получат. Будет там 0,5, несколько сумасшедших всегда проголосуют. Просто за другую фамилию, за другое название. Всегда есть. Не бывает такого, чтобы за какую-то партию 0 голосов. Всегда. Люди просто назло даже. Вон в Польше 20% за певец, рокер, как вот там называется. Ну что, президентом он будет, что ли? Но назло власти. И молодежь будет голосовать 20%, пожалуйста, получил он. Это, конечно, отвратительно. Но свобода слова, пожалуйста, в лагерях не сажают. Они гнусно клевещут на весь наш народ, на всю нашу историю. Но, тем не менее,
Вот, да, Познер там прокукарекал, что вот там секретные протоколы, это, мол, минус, что это, так сказать, мы не имели права делать. Он чудак просто. Во все страны мира заключают. Потом, какие секретные протоколы? Когда в открытую немецкая армия заняла часть Польши, и мы имеем право остановить врага подальше и освободить Западную Украину, Западную Белоруссию. То же самое Прибалтика. Где международное право-то? По какому праву в 2020 году они стали независимыми? Латвия, Литва, Эстония. Где? Какой механизм? Кто им предоставил такое право? Ну, мы же знаем, кто подписывал эти декларации для Польши, для Финляндии. Ленин. А он имел право подписывать. Он был руководителем исполнительной власти. Свердлов должен был подписать и собрать съезд, всероссийский съезд, так сказать, депутатов всех. Ленин завхоз и завхоз Бруевич. Чего же вы не оспариваете эту вот декларацию о независимости для Польши, для Финляндии, для Прибалтики? В 1940 году, так сказать, там парламенты обратились и признали новую власть и вхождение. Конечно, можно находить какие-то спорные моменты. Например, если бы я критиковал Сталина, нужно было начать 21 июня. Уже все виды разведок сказали, начнут в воскресенье. И мы дали директиву. Но почему командующий Западным округом сидит в театре в субботу вечером? Ну, можно было по телефону сказать, выходите на передовую, вы, генералы. Если в 5 часов из Москвы пошла эта вот шифровка. Но дошла в 11 до всех этих мест. Такая слабая связь была, к сожалению. Поэтому упрекать можно и спорные моменты. Но вот лично я спорный момент, что ведь все равно нас обвиняют во всем. Все равно обвиняют. Но если бы мы начали 21 июня, мы бы разгромили. Мы бы не дали возможность наступать. И вся война прошла бы на территории Польши. Все. Ибо у нас танков, самолетов и патронов было больше, чем у немцев. Надо же правду сказать. Некоторые говорят, что не хватало. Чего не хватало? Всего было больше вот на 22 июня. Потом не хватало, когда оккупировали часть страны, захватили арсеналы, взяли в плен. Для новых армий не хватало. А та 5-миллионная стояла на западных рубежах, все хватало. 2,4 миллиона стояло, а у немцев сколько? Столько же, не больше. Все. Значит, кто первым начнет, тот побеждает первые недели войны. В этом ошибка Сталина, и здесь не надо стесняться говорить, что надо начинать, как и на Украине. Ошибка, что мы не дошли до Тирасполя. Нам все равно ввели санкции, и больше вводить нечего вводить. Нечего вводить. А если бы от Харькова до Тирасполя развивался бы русский флаг, все, уже бы Украина бы заткнулась бы на все времена. А если кусочек Донбасса, не то, не сё. Это тоже Мариуполь, то есть хотя бы всю Донецкую область, всю Луганскую область, 7,5 миллионов, Крым 2,5, 10 миллионов русских и других народов получили бы русский флаг. Поэтому можно с критикой выступать, но не наоборот, когда эти болотные говорят, не надо ничего делать, не надо защищать наши интересы. И сейчас то же самое. Мы отодвигали немцев подальше от наших границ. Сейчас мы НАТО отодвигаем подальше от границ. От Крыма отодвинули. И вот Донбасс, Луганск. Но можно еще дальше. И здесь уже зависит, так сказать, от каких-то других событий, от людей. Приднестровье мы же держим уже сколько лет. И ничего не случилось. Значит, могли бы в Приднестровье превратить всю Южную Украину. Видимо, слабо поработали разведчики наши, служба внешней разведки и другие службы. Кругом русские на Украине, и вы не можете найти нормальных сторонников России. Потому что ничего не делали при Ельцине, ничего не делали, чтобы там появилась такая пророссийская сила и политические до отдельных людей. Подготовить людей. Почему поляки готовят боевиков для киевских карателей, а мы почему не могли в Белгороде подготовить? Рядом Харьков, 80 километров всего. На велосипедах бы приезжали бы стажеры, студенты. Днем бы поучились в Белгороде, а вечером спать домой.
но ничего не делали, все пашем и сеем. Поэтому есть что критиковать, но с другой стороны, с тем, что надо сильнее защищать наши интересы. И в этом смысле, конечно, мы должны отвергнуть всю критику со стороны Болотной.